Парный дрифт в CarX Drift Racing – отдельный вид искусства, который нужно не только познавать, но и учиться ему. Меня зовут Catfish Studio, и сегодня поговорим о тренировках, которые помогут вам повысить ваш скилл в парных заездах. Если вы любите парный дрифт, действительно, вы же в CarX играете, вы по-любому от него должны тащиться, то вам, наверное, всегда хотелось ехать как супер крутые чуваки всякие на турнирах, там супер-пупер близко, получать миллион, триллион, миллиардов эмоций от того, что близко едете и делаете суперские перекладки, да? Так вот, чтобы это все воплотить в реальность, нужно постоянно тренироваться и привыкать к физике игры, понимать, какую кнопку нужно нажать в определенный момент, какую отпустить и так далее. Чтобы этому всему научиться, люди придумали различные тренировки в игре, и я сейчас о них расскажу. Кстати, одну из них придумали в клубе Вебе, ну и в принципе-то ролик при поддержке этих чуваков создан. Первая тренировка, которая поможет вам прочувствовать физику в игре, это свободная езда. Берем нашу самую крутую тачку, ну допустим, у меня это Silvia S14, то есть на ней у меня есть двигатель открытый, крутая настройка, и вообще машина мне очень нравится сама по себе, и я на ней хотел бы научиться круто дрифтить. Ставим на нее самые паршивые колеса, стрит, у которых нет держака. Выбираем конфиг под названием Санкт-Петербург и заходим в тренировку, свободную езду. Как только мы сюда зашли, берем разгончик и просто начинаем двигаться по этой карте, пытаясь просто не вылетать за ее пределы. Нужно постоянно играть с передачами. Приезжайте в это место и крутите бублики на вашей машине, постоянно переключая передачи. То есть один бублик крутите на 4-й, потом включаете ниже и ниже, за счет чего у вас должно сложиться понимание коробки передач и того, как она работает. Потом выходите, обуваете слики, самые держаковые колеса, едете туда же и также крутите бублики, переключая передачи. Когда вы хоть чуть-чуть приноровитесь и поймете, как работает коробка передач в игре, советую на тех же сликах просто подрифтить по городу, пытаясь сделать kiss the wall, то есть дотронуться бампером до какой-то стены или там ограждения, допустим, но сделать так, чтобы вас не развернуло и вы не останавливались, то есть не прерывая дрифт. Так, с коробку передач мы научились чувствовать, теперь давайте научимся ставиться. Берем опять нашу любимую крутую тачку, обуваем сразу же слики и идем на конфиг паркинг 1. Он самый короткий и быстрый, чисто поставиться и все. Разгоняемся и пытаемся сделать нормальную постановку. Она должна быть резкой и с большим углом, но такой, чтобы лидеру было удобно за вами ехать. Делать ее нужно с флипа, то есть разгон, руль в противоположную сторону постановки, ручник и руль в сторону постановки, тем самым вы придаете резкость и скорость, за что и получаете высокие баллы. Даже если вы плохо поставились, все равно едете вторым за собой, на той же самой машине, на сликах и пытаетесь также поставиться, но уже нужно это делать так, чтобы максимально близко быть к лидеру. Этой обычной тренировкой вы сможете за небольшое время научиться правильно ставиться. Вы можете делать на этой трассе короткую постановку и среднюю. Чтобы научиться делать длинную постановку, вам нужен конфиг Atron, потому что здесь флип делается намного длиннее и дольше. Катайте на этих конфигах, потом постепенно перебирайтесь на более сложные и пытайтесь поставиться уже там. Когда вы начали более-менее чувствовать машину и физику, я посоветовал бы вам идти на конфиг паркинг 5 и на нем уже пытаться проехать на одной и той же машине хороший и красивый парный заезд. На этом конфиге сложная постановка, как по мне. Вы научитесь делать ее близко к стене, потому что она тут есть. На этом конфиге есть длинные зоны и средние зоны, которые научат вас правильно подбирать передачи и делать перекладки. Если у вас получилось нормально проехать этот конфиг, то поздравляю, вы более-менее научились дрифтить в этой игре, и теперь вы готовы к самому адскому способу тренироваться и учиться дрифту. Предупреждаю, слабонервным лучше не пробовать, иначе ваш телефон может оказаться примерно вот в таком состоянии после этого. Red Rock 3. Red Rock 3 это самая жестокая тренировка в игре, которая научит вас не то чтобы дрифтить, она научит вас божить в этой игре. Если вы сможете нормально проехать этот конфиг с условиями, которые сейчас я продиктую, то вы можете спокойно говорить, что вы бог дрифта и вообще идти разъебать пьедестал. Короче, берете вашу тачку, ставите туда стрит колеса без держака и едете лидером. Едете нормально, без разворотов, поворотов и так далее. Вам придется самим за собой же ехать, не забывайте об этом. Проехали, значит, вы Red Rock 3 на стрит колесах, и теперь берете эту же тачку, только ставите на нее слики, самые держаковые. И да, начинаете ехать за собой, преследователем, где вы ехали лидером на стрит колесах. Если вы сможете сделать нормальный, красивый, близкий заезд на слик колесах за собой же на стрит колесах, поздравляю, вы прошли
1/3 на пути к становлению богом в этой игре. Теперь вы едете также на стритах первым и вторым на сликах, но вам нельзя отпускать газ. Вы должны, не отпуская кнопку газа, используя тормоза, ручники, сцепления, передачи, да хоть иконы можете использовать, вам надо проехать за собой нормальный заезд. Если вы проехали, поздравляю. Теперь берете также на сликах за стритами, едете не отпуская газа, и вам разрешается пользовать только ручником. То есть вы едете, держите кнопку газа и не отпускаете ее, пользуетесь исключительно ручником, чтобы доехать. Проехали? Молодцы. Конечно, с трудом верится, что кто-то смог проехать, но все равно молодцы. Теперь, также на сликах за стритами едете не отпуская газа, пользуйтесь только тормозом. Если вы проехали, флаг вам в руки. Едем на сликах за стритами, не отпуская газа. И внимание, можно пользоваться только сцеплением. Только сцеплением. То есть нельзя нажимать на кнопку ручника или тормоза. Если вы сможете вот это все проехать, как я рассказал, поздравляю, вы ненормальный человек. Вы робот, нахуй. Если серьезно, то вы становитесь богом дрифта после этой тренировки. Я прям на полном серьезе вам это говорю. Если у вас получилось проехать красивый заезд на сликах за стритами с использованием всего функционала, то есть вы можете отпускать газ, использовать ручник, сцепу и тормоз, то предлагаю вам записать повтор вашего заезда с разных ракурсов. А именно это третий и второй ракурс. После чего зайти ко мне в группу ВК, вступить в нее, зайти на пост с этим роликом, ссылка, если что, будет в закрепленном комментарии, и в комментариях к ролику в ВК оставить видео со своим повтором, после чего я выберу 3 самых крутых заезда и сделаю про них отдельный ролик, где победители получат отдельные внутриигровые награды. Далее вам нужно написать комментарий под этим видео на ютубе «Скинул повтор. Меня зовут Артем Сорокин». Вместо Артем Сорокин ваше имя, соответственно, пишите. Все это дело будет идти 15 дней с момента публикации этого ролика. Окончательная дата, когда я перестану смотреть и принимать повторы заездов, будет в группе ВК, в посте и в закрепе на ютубе. Всем спасибо за просмотр, гайс. Учитесь правильному дрифту и в правильных условиях. Люблю, целую, обнимаю, всех прекрасно уважаю. Пока-пока.